Всем привет, дорогие друзья! Почти бритье. В этом видео я хочу поделиться с вами двумя вещами. Первое – это лайфхаки и маленькие такие секретики, которые вам позволят не только сэкономить, но и разнообразить свою жизнь от наших подписчиков. А второе, я хочу с вами посоветоваться. Наша компания сейчас начинает разрабатывать еще один пласт. Вот в этом плане хотел бы спросить вашего мнения, может быть там что-то добавить, убавить. Ну вот сейчас это будет вторым пунктом. Первый пункт. Сергей Носков, Нефтеюганск. Совсем недавно, наверное, где-то неделю-две назад, он прислал мне фотографии с двумя своими лайфхаками, как он чуть-чуть изменил свою бритвенную жизнь. Первое. У него была перьевая ручка китайская, там драконами, со всеми делами. Ну, вы знаете китайскую тему, они это дело любят. Так вот, он берет эту ручку, отдает Сергею Сгурскому. Ну, как я понимаю, это тоже с Нефтеюганска, хотя не уверен, это не точно. И он ему с этой ручки делает ручку для станка. Как это видит, вы сейчас, как это выглядит, вы наверняка сейчас смотрите на фотографиях. Я хочу вам рассказать о втором лайфхаке, который сделал Сергей. У него есть голова от Карлы. Медная, латунная, какие они там, я там уже не помню. Так вот, она желтенькая такая, а ручку подставку хочется, а стоит это у Карлы как бы, ну и время доставки, ну тоже не маленькое. Поэтому он что делает? Он покупает станок от Янтал вместе с подставкой. Сопрягает, делает. И что из этого всего получилось, вот смотрите на картинке. Благодаря тому, что он такой латунный станок берет от Янтала, у него получилось по цвету подогнать ручку, подставку и голову. И это смотрится не только хорошо, но реально хорошо. Но он еще и сэкономил порядка 50 баксов. Поэтому те люди, у которых есть цветной карвый, цвет мета, ребята, ну вот вам на заметку. Возможно, кому-то это еще и пригодится. Ну а теперь второй пункт нашего маркизонского балета. Это то, что наша компания начинает разрабатывать подставки, одну из которых вы сейчас вот видите, более подробно в стихах и песнях. Милости прошу на крупный план. Там вы все посмотрите, я вам все расскажу. Ну а для самых нетерпеливых, ребят, если есть какие-то замечания, предложения вот на этом этапе, чтобы вам же потом это было интересно и вам было в кассу, самое время. Все, вы на крупный план. А во второй части видео я хотел бы показать то, над чем мы сейчас работаем, ну и за одним посоветоваться. Первое, это, наверное, все-таки по-мазки. Дело в том, что мы нашли очень хорошие узлы. Они сейчас находятся на проверке. Я уже несколько раз их пробовал. Впечатления пока зашкаливают. Об этом все позже. Но дабы их как-то оформить по-человечески, у нас возникла идея разработать несколько вариантов ручек. В том числе и, ну, это все деревянная тема, в том числе и со стабилизированной древесины. И в этом плане я хотел бы с вами посоветоваться, какие формы вам интересны. Возможно, кто-то мог бы накидать то, что именно ему нравится. У нас своих форм уже, наверное, где-то, ну, штук 5-7. Возможно, есть такие, которые людям действительно были бы интересны, и мы бы уже на этом этапе попытались бы как-то это воспроизвести. Ну а по поводу проб и ошибок, я вам не случайно показываю вот этот момент. Здесь мы были наказаны за то, что вот эту часть сделали острой. Ну как острой? По-хорошему, с самого начала ее нужно было завальцевать, сделать такой полукруглой. Этого сделано не было. Ну и вот, скажем так, я тут попытался поковыряться маленько, и вот этот уголок отколол. Ну, конечно, это не беда, это я все буду стачивать, но нам наперед наука. Дерево, все дерево, которое будет на помазках, оно или стабилизированная древесина с последующим финишированием лаком или маслом, или кап березы. Тоже будет специально обработано, чтобы люди ни год, ни два, ни три, ни пять не боялись держать его в руках, знали, что узел не выскочит и дереву нифига ничего не будет. Но это всего лишь одна часть, а следующая часть, как вы уже успели заметить, это подставки. На сегодняшний день мы планируем выпустить где-то порядка 5 вариантов подставок, 4 из них сейчас перед вами, или 3. Да, 3. Первый.
А с какой целью я вам вообще все это показываю? Во-первых, не обращайте внимания на некоторые детали, потому что это все экспериментальные образцы, и где-то дерево кусочек скололось, где-то, например, как вот здесь вот до конца, видите, выборка не сделана, потому что на самом деле вот этого не будет. Я считаю, что это мусоросборник, и там будет всякая фигня накапливаться. Хотел бы попросить вашего совета, вдруг у кого-то какая-то идея еще возникнет, что можно было бы здесь добавить или убавить. Все подставки будут делиться на два класса. Первый класс — это строгий, типа, знаете, как станок и бритва. Ой, бритва и лезвие, все, больше ничего. Минимально на два станка. То есть вот две бритвы, практически любые бритвы, которые вот у вас есть в обиходе, кроме регулируемых, вы можете сюда легко вставить. Средняя вот эта вот выборка, которая здесь есть, это специально для того, чтобы ставить лезвие. Лезвие хоть в мягкой пачке, хоть в пластиковой, вставляйте, пожалуйста, без проблем. Если, допустим, говорить о косорезе, косорез где-то у меня, иди сюда. Да, вот он косорез. Косорез сюда входит точно так же. Пазы разрабатывались универсальны, чтобы не только косорез, но и вообще любая бритва обыкновенная, которая у вас могла бы быть, пускай, допустим, это будет сингл или еще что-то, могла спокойно входить сюда и располагаться. Но, к сожалению, все разместить, ребята, невозможно. Поэтому такие бритвы регулируемые, как вот, например, Merkur Progress, да вообще все регулируемые бритвы, они уже, честно сказать, по бороде. Потому что в ряду своих конструкционных особенностей их сюда запустить уже на эту площадку будет, ну скажем так, проблематично. Они сюда входить не будут. Для них уже нужна универсальная отдельная подставка только для регулируемых бритв. Причина проста. Если сделать универсальную, то тогда обычные бритвы здесь будут болтаться как говно в проруби, а этого бы не хотелось. Поэтому, увы и ах, это первый тип подставок. Он будет на две бритвы, ну и для богатеньких буратинов на 3 бритвы и 2 пачки лезвия. Материал решили, что пока остановимся на капе березы. Пробовали, экспериментировали с дубом. Дуб, ребята, не пошел. Он дает трещины, он хрупкий, он ломается. И что-то как-то грустно стало. По табличкам, которые вы здесь увидели, они также будут заменены на металлические. Потому что деревянные здесь, ну, они, честно сказать, ну, красиво, конечно, но хочется такие металлические нормальные поставить, и они здесь будут более чем к месту. И второй тип — это разновидность той подставочки, которую я вам сейчас только что показал, но уже с вариантом для помазка. То есть верхнюю бритву вот здесь вот убираем, и у нас получается, что... Так, давайте место освободим. У нас получается, что здесь вы можете разместить практически любой помазок, который у вас есть. Это не конечный вариант. Здесь еще будем дорабатывать. Здесь несколько грубовато, но тем не менее, даже благодаря вот этому вот варианту можно уже составить представление, что здесь может разместиться любой монстр, который у вас найдется в хозяйстве. И пофигу, и по барабану, с каким диаметром узла. Но и какая-нибудь месипучка вполне себе. Если это будет коротыш, ну, 30-й, смотрите, 30-й размер тоже более чем. Или это будет ваш любимый маленький кабанчик. Точно так же он хорошо сюда будет подходить. Ну, вот такой вот неординарный, монструозный, смотрите, от Яков. Тоже, казалось бы, вот здесь вот полусфера, ну как. А вот тоже вот держится, и тоже нормально, и тоже хорошо. Сделан некоторый уклон, чтобы, пускай немного, но чуть-чуть. Хотя бы все-таки помазок был вниз. На сегодняшний день я не знаю, насколько это принципиально, потому что многие на синтетике сидят, а те, у которых натуралы, это барсук и кабан, но там клеевые-то соединения хорошие, плюс еще сами узлы не только вяжут, но и проклеивают, поэтому, ну, тем не менее, пускай будет маленечко в сторонку, под углом. Ну и экономный, студенческий, так сказать, вариант, это на одну бритву, на одно лезвие и на один помазок. Точно так же здесь рассчитано на то, что любой размер, который у вас есть в доступе, большой, маленький, что-то элегантное. Вот здесь, смотрите, только вот по ручке получается, да, вот она чуть-чуть не выходит. Но в любом случае брать-то будет удобно. Ну и яка другая масипуська. Ну, вот так постарались подойти к этому вопросу. Ну и еще будут
парочка вариантов, у меня сейчас их нет под рукой, но в мастерской все еще делают. Материал изготовления. То, что вы здесь увидели, дуб, бук. Пока, как я уже говорил, решили все-таки остановиться на капе березы. Материал точно так же будет специально обрабатываться. Что делать, еще не решили. Пока два основных направления. Первое — это стабилизация. Будем стабилизировать, ну, делать из стабилизированной древесины. И второй — это масло. Будем и пропитывать маслом, и финишировать маслом, и доводить до того состояния, чтобы это блестело, чтобы это, ну, так, знаете, по-царски выглядело. Знаете, как вот берешь лакированное, ну как лакированное, не то сказал, лакированный там стол, то все, а вот, допустим, приклад, да, ружья, там как взял, так аж мурахи по коже, ты понимаешь, что это вечность, что это надолго и на совесть сделано. Вот такого бы качества хотелось добиться. Я, конечно, буду стараться, потому что финишировать буду сам. Ну вот, в этом плане-то и хотел с вами посоветоваться. Может быть, уже на этом этапе у вас будут какие-то свои соображения по части, допустим, что-то здесь дополнить, что-то убрать, или наоборот, сделать как-то несколько иначе, или по части финиша. Вот, например, я сам для себя еще до конца не разобрался. Если я буду, допустим, финишировать маслом, но в любом случае это будет не один, и не два, и не три масла, вернее, не три слоя. И в любом случае это будет достаточно глубокая пропитка, насколько оно там впитается, настолько и впитается. И, конечно, это будут масла с восками, финишные, чтобы там закупорило все полностью вот эти вот щелочки. Есть ли смысл в этом случае пропитывать, допустим, в вакууме маслом или варить в масле? Потому что, ну, полностью пропитанная деревяха маслом, насколько это вообще вот в данном случае востребовано. Потому что есть масла, которые специально разрабатываются там для пищевой утвари, для ванных комнат, для бань, для вот этих вот не лоток, а как вот, ну, в предбаннике, в бане самой вот это вот все обрабатывается вот там. То есть вот тут есть еще нюансы, с которыми хотелось бы разобраться. И еще на этом этапе, если есть у кого-то какая-то информация и что сказать, ребят, будь ласков, поделитесь в комментариях, всегда буду благодарен, пока еще не поздно. А потом, когда меня уже понесет, когда я уже начну все это делать, ну, ребят, тогда уже на переправе, сами понимаете, коней не меняют. Поэтому лучше сейчас. Вот это и хотел показать, этим и хотел поделиться. Посмотрели, потрогали, пощупали. Честно сказать, подставки мне нравятся. Они какие-то прикольные. И то, что мы их будем делать из капа, березы, ну, мне тоже нравится, потому что она какая-то такая, ну, душевная. Благодаря тому защитному покрытию, которое мы будем на него ставить, я пока склоняюсь к маслу. Мне кажется, что все должно получиться. Особенно после того, когда мы там нормальную табличку поставим. Вот не деревянную, как здесь, хотя она, конечно, неплохо, но металлическую, такую, как, знаете, бронза, антик. Но должно вообще быть огонь. Почему масло? Почему не лак? Лаком покрывать деревяшки, ну да, это, конечно, хорошо и надолго, но все-таки вот эта блескучесть, она кому-то нравится, кому-то нет. Плюс лак скрывает текстуру дерева, то есть вы даже вот так вот на осязательном уровне, когда будете брать, вы будете чувствовать только ровную поверхность, в зависимости от того, какой лак, это будет или просто ровная твердая, или какая-то там чуть-чуть с шагренью, или там чуть-чуть там, ну, в любом случае это уже будет не дерево, потому что лак застывает на поверхности древесины, и он само дерево вам осязать не даст. Масло совсем другая история. Есть специальные масла, которые применяются для предметов, которые вынуждены, ну, по жизни находиться в влажной среде. Это кухонная утварь, это полки банные, это ковши, это всякие там штуки-дрюки, которые, ну, просто в бане находятся. И дабы вам сохранить их внешний вид, культурный, красивый, свежий, вечно цветущий, вот именно для этого и есть такие масла. Мы их нашли. Наш российский производитель. Будем нашего производителя поддерживать. Ну и применяем. Пока я вам все не показывал. Вот то, что у меня на производстве. Пока то, что уже получилось, ребята, радует. Ну, радует прям, ну, приятно. Приятно, просто получается такая текстура, которая к душе. Да, несмотря на то, что лаки, они все-таки, ну, они бывают текстурированные, у нас обычный нормальный лак, он все равно маленько меняет текстуру и меняет ее в лучшую сторону. Она становится вот какой-то такой, знаете, более деревянной, что ли. При всем при том, все масла уходят вовнутрь древесины, на поверхности они не остаются.
те частички масел, которые остаются вот на поверхности рядом с порами, они после того, как они вот уже не пигментизируются, масла при ультрафиолете, они меняют свою текстуру, они полимеризируются, что ли, вот типа того. Слушай, я с людьми разговариваю, осторожно. Так вот, вы будете получать возможность ощущать именно текстуру дерева. Не только видеть, но и чувствовать рукой. Так, взял, помацал, маешь вещь. Вот типа такого что-то. Ну, посмотрим. В любом случае, буду вам благодарен за все те ваши предложения, пожелания или ноу-хау. Вдруг кто-то возьмет там чертеж, подставки, пришлет, скажет: Викторович, вот такую хочу сделать. Если такие будут, ребята, если они пойдут в производство, ну, естественно, тому человеку подставка и достанется, чтобы знал, что заказывал. На этом разрешите с вами попрощаться и пошли бриться, тем более, что бритье у нас будет сегодня чертовски интересное. Мы встраиваем лоб в лоб, голову 1,3 калибри и 1,18 старт. Потрогаем, пощупаем, разберем плюсы, минусы, посмотрим, насколько они друг друга отличаются. Если отличаются, то чем отличаются. Ну а потом, конечно, побреемся. Но это будет в следующем видео. Все. Не прощаюсь с вами надолго. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Пока-пока.